Всем огромный привет! С вами Анжелика, и вы на моем канале Лика Хобби Стич. В этом видео вы увидите все то, что я вышивала первые 2 недели января. Вышивки было много. Все перед вами то, что лежит. И плюс я вышивала и на пластике, и по дереву. И у меня даже есть маленький финиш. Первый финиш этого года. И то я на завершение хотела у вас спросить. А сейчас мы поговорим обо всем поподробнее. Сейчас уберу лишнее и по порядочку вам все покажу и расскажу. Вот этот вот процесс я начала в новогоднюю ночь. По такой уже традиции, это второй год, когда я начинаю в новогоднюю ночь новый процесс. Этот наборчик мне подарила моя доченька. И я, естественно, не могла его не начать, хотя планировала совсем другой. Смотрите, это набор «Чарівна мить», называется «Накануне праздника». Очень он мне нравится, сказочный сюжет, невероятный. Я, естественно, все отложила, начала, и сейчас покажу, что же у меня на данный момент вышито. Вот, девчонки, все, что я вышила. Здесь работа 5 дней. Ну как, 5 дней, это громко сказано. Я, конечно же, не вышиваю с утра до вечера. 5 вечеров вышивальных дней. Вот уже что получается. Вышит главный герой. Добавляется, расширяется домик. Домики я в вышивке очень люблю. Вот, посмотрите, что должно быть. Очень мне нравится схема. И вообще, «Чарівна мить» – моя любовь. Я вот вышиваю, и с каждым разом все больше и больше в нее влюбляюсь и понимаю, что оторваться от этого процесса вообще невозможно. Очень мне нравится и схема, и ниточки. Ниточки здесь Мадейра, вот они пишут М. Артикул М368 – это ниточки Мадейра. Канва Цвайгард. Ну, не вышивка, а песня. Здесь вышивается и снежок. Снежок в качестве бисера. Я в процессе вышивки решила сразу пришивать бисеринки, чтобы потом не возвращаться в конце, потому что мне это будет туго. Я, скорее всего, потом к бисеру вообще не вернусь. И с обратной стороны будет сеточка, если его пришивать так точечно, либо делать закрепки, но это вообще можно застрелиться. Поэтому я вот вышиваю сразу, вижу вот где, сразу раз одела на ниточку и тут же прикрепила. Мне кажется, даже он так лучше будет держаться. Конечно, бисеринки крутятся, они не лежат так, как мне бы хотелось. Ну, поворачивать каждую это нереально. Вот они бочком вот так вот ложатся. Ну, как им угодно, пускай ложатся, но эффект снега здесь присутствует. Всем советую, девчонки, не могу налюбоваться на него. Я даже вот когда повышиваю, потом надо этот процесс собирать, а я сяду и залипаю, могу полчаса втыкать в этот процесс, просто любуюсь. Хотя тут еще вышито совсем-совсем немного, но эффект, конечно, поразительный. Хотя вот и сюжет вроде бы, казалось бы, сказочный, но что-то в нем есть такое вот притягательное, залипательное. Схема здесь состоит из 2 листов, и я начала с серединки, как вы видите, вышивать, и пойду потом вверх, зашивать вот эту вот часть листа, а потом приду на левую сторону. Ну, а вообще, как смотрю по ниточкам, я могу добавлять сразу и с правой стороны, и с левой стороны. Вот у меня так вот нарастает домик, а потом это я все, конечно, вверху буду зашивать. Ну и уже в конце пойду вниз. Нравится здесь мне все очень. И елочки, и эта калитка такая массивная, тяжелая калитка. Ну, вообще все очень прекрасно. Нравится, нравится. Даже не могу передать свои впечатления, насколько он мне нравится. И я его беру частенько и вышиваю. Ну, а как беру, так вообще оторваться не могу. Вот мне нравится, когда я вот так вот переключаюсь с другого процесса и потом вышиваю
процесс летит. Все, давайте перейдем к другому, потому что я все нравится. 5 минут я вам об одном и том же говорю. Следующий процесс у меня был вот такой вот фонарик от Шарив намыть опять. Волшебная страна, конечно же, все вы его знаете. Это так вот я взяла как отдыхалочку, и я хотела каждый месяц, чтобы у меня была обязательно елочная игрушка, а то и 2. Повышивала я, ну, можно сказать, если так брать, то целый день. Если я над ней сидела, целый день. Ну, а так 2 вечера. Вот как 2 вечера. Вышивала с 2 сторон. Вот вы видите, с одной стороны и с другой. Мне нравится зашивка с 2 сторон. И если вы внимательно смотрите, вы обратили внимание, что у меня игрушка, в принципе, как у всех, но немножко я добавила здесь от себя вот таких вот беконусы, или как это называются, такие граненые бусины и золотые просто бусинки. Это со своих запасов я открыла шкатулку, посмотрела, что у меня там есть, и решила немножко эту игрушку приукрасить, сделать так побогаче ее. И с обратной стороны у меня здесь серебряные такие бусинки, гладенькие. Ну, а здесь немножко другого качества, ну, пластиковые бусинки. Ну, в общем, мне нравится результат, я на нее любуюсь. У меня еще елочка стоит, наверное, будет стоять до февраля. Она висит, и я именно на эту игрушку, ну, в общем, нравится мне, обалденная. Очень она красивая. Я у девчонок смотрела в отшивах, когда вот они вышивали. Все говорили, что игрушка такая богатая получается. Я, когда только распаковала упаковочку и достала бисер, вот смотрю, здесь золотой бисер. И вот такой вот он, как с резиновым эффектом. Я сначала немножко, ну, как-то мне было непонятно, странно, думаю, я в отшивах смотрела, бисер как-то совсем другой. Почему у меня какой-то резиновый? Что это будет? Ерунда какая-то. Ну, думаю, ну, коль производитель положил, я ничего уже менять не буду. Стала вышивать тем, что есть. И вы знаете, конечно, в отшиве этот бисер дает какую-то глубину. И совсем он не смотрится резиновым. Ну, очень красиво. Ну, а с обратной стороны я уже взяла бисер, который у меня остался с другой игрушки, тоже от волшебной страны, там, где я поменяла, а этот бисер убрала. Ну, он весь такой, я думаю, будет облазить. Ну, думаю, ладно, с обратной стороны посмотрю как раз в работе, как он через год, через 2 себя покажет. Ну, и зашила эту сторону такую фиолетовая, а это такая бордовая. Одним словом, вот такой вот у меня случился финиш маленький. И я его пока сюда положу. Далее опять у меня будет чарівна мить. Что я вышивала? А вышивала я вот такой вот морозный узор от чарівной мыти, моей любимой. И покажу, что же у меня вышито. Ткань я здесь заменила. Я не стала вышивать на родной Аиде, а вышиваю на Мурана. Здесь Мурана 32 каунт. 32. Да. И здесь производитель рекомендует вышивать все на 14 Аиде, а я каунт уменьшила. Как бы вам так показать красоту, то, что у меня получается. Девочки, это восторг. И мальчики. Вышиваю, очень мне нравится. На этом процессе я даже полюбила бэкстич. Вот честно вам скажу, полюбила. Вышиваю крестики и тут же накладываю сразу весь бэкстич. И мне так это нравится. Беру я его, конечно, не часто в работу. Он у меня даже не стоит в планах на финиш. Но если он так пойдет и дальше, то я, естественно, с ними финиширую в этом году. Ну, процесс отдыхалочка. Как мне безумно нравятся вот эти вот цвета. Такой вот электрик синий, цвет морской волны, голубой. Ну, цвета просто
невероятные. Я такое испытываю впечатление от этого процесса, такое, на котором которое впечатление я таких ни на одном своем процессе не испытывала. Очень мне нравится. Вот недаром я на него заглядывалась, на этот сюжет и на парный Калинова роспись. Я давно смотрю, года 2, если не больше, у девчонок. И я так думаю, не только я одна проявила интерес к этим сюжетам. А потом, когда я захотела его купить, он ушел. Не то чтобы с производства, но его просто не было в магазине, непосредственно в самой Чаривной Мыти магазине. Его не было одно время, когда я загорелась уже и была готова его купить. Ну, я немножко подрастроилась, а потом как-то вот и распродажи были, и когда спросила об этом наборе, они говорят, да, есть в наличии со скидкой 30% и один, и второй. О, класс! Я, конечно, безумно рада была, купила, и сейчас невероятно я вот вышиваю, любуюсь. И вот сдалека посмотрите, как это все смотрится. Это какая-то, вот знаете, как гжель, не гжель. Конечно, здесь не хватает белых красок. Ну, очень нравится. Так что рекомендую, девчонки. У кого нету, приобретайте. Это удовольствие. Вышивается очень легко, очень легко. Схема, ну, невероятно легкая. И, ну, очень классный процесс. Безумно нравится. Эффект. Ну, я, конечно, понимаю, что я вышиваю на равномерке. На Аиде, наверное, немножко было бы другое ощущение. И равномерочка дает свою такую особенную приятность, скажем так. Но, тем не менее. Хотя сейчас все девчонки именно с таким вот с неполной зашивкой, все девчонки стараются поменять ткань на равномерную. Вот. Поэтому, ну, рекомендую. Всем рекомендую. И вы видите, какая получается красота. Еще раз покажу, еще раз полюбуемся, и все. И переключимся на другие процессы, потому что я вот что-то сильно зависаю. Зависаю на своих работах. Я даже вот готовилась к видео, стала доставать. И вы знаете, наверное, на каждый процесс минут по 10 я просто сидела и любовалась. Далее я взяла в работу вот такую вот пластиковую игрушку. Грибочек такой, дедушка грибочек, мешок здоровья. И тоже его беру. Надо его доводить до ума, до логического завершения. Ну, еще вышивается у меня, я начала с задней части, вот спинку еще вышиваю. Самого, так сказать, интересного. Ну, я не жалуюсь, вышивается, и даже задник очень хорошо вышивается. В работе у меня этот процесс был ровно 2 дня. Я вышила вот этот вот пенечек в один вечер. А во второй вечер пошли вот у меня ягодки, вот этот весь низ. И здесь, в принципе, мне осталось затушевать все одним цветом. Или одним, или 2 цветами. Вот эти все пробелы. И пойдет тут бэкстич вышиваться. Бэкстич будет вышиваться темной зеленой ниточкой. Ну, классный, мне очень нравится. И я его уже хочу тоже видеть у себя в готовом виде. Вот этот вот игрушку, не сюжет, а это же игрушка на пластике. Ну, в процессе переключения с одного процесса на другой, вот наговорила, да, я беру и пластик, и дерево, так немножко, чтобы отвлечься. Это маленькие такие безделушки приятные, игрушки-безделушки. Ну вот, то, что я навышивала. И хотелось бы мне верить, что в следующем вышивальном дневнике я вам уже покажу финиш этой игрушки. Далее у меня был в работе вот такой вот сэмплер от китайского производителя Rose Trick Cross Stitch. Вот, посмотрите на эту красоту.
И с ним я тоже стартовала. Старты я, конечно, свои уже показала, кто смотрит меня в прошлом видео. Там, где я заявляла о своих планах, что я буду стартовать и тот, и другой, там все свои наборчики. Я ссылочку дам на прошлое видео. Посмотрите, кому интересно. И я покажу, сколько же у меня вышито на данный момент. Ну, а вышито вот ровно столько. И здесь было 2 вышивальных дня. Ну, 2 вечера я посидела. И вот что у меня уже вырисовывается. Нравится мне очень вышивать эти узоры. Интересно. Это у меня такой опыт. Вышиваю я на родной Аиде, который был вложен производителем. Здесь 18 каунт. Крестики миленькие получаются. Вышиваю на руках. Ну и вот, что получается, вы видите. Я думаю, крестики сносные, хотя и на руках, но меня устраивают. Вроде бы не скачут никуда, все ровненькие. В первый день я вышила все вот это, то, что горчичным цветом. Добавила вот такие вот элементы, 2 синим. А второй день я уже начала вышивать вот эти все цветочки, вот этот центральный цветок. Ну, вот это все синим цветом я во второй день повышивала. Такие продвижения мне нравятся. Я как раз и отдыхаю, переключаюсь, и заметно так прибавляется рисунок. Канва здесь, конечно, дубовая, девчонки. Дубовая такая, прямо, когда же она размягчится. Может, я ее так в руках разомну. А может быть, стоит ее постирать или в кипятке замочить, чтобы она немножко мягче была. Ну, а с другой стороны, я и без пялец, вот оно так у меня все как накрахмаленное, и без пялец хорошо в 2 прокола идет иголочка. Вот опять я тоже любуюсь этим процессом. Безумно мне нравится, и я думаю, получится шикарно. Хоть я здесь ничего не меняла, ни ткань, ни на какие ниточки, там новомодные всякие с переходами. Я думаю, получится прекрасно и в том комплекте, который мне предлагает производитель. Вот еще раз полюбуйтесь. Очень нравится этот сэмплер. Как я уже рассказывала, я его хочу сделать как семейным. Все надписи я, естественно, поменяю, потому что этот сэмплер, вот я так вот не сильно глубоко интересовалась, но, по-моему, это какой-то немецкий дизайнер. Не буду говорить, ну, потому что не выговорю, кто это именно дизайнер этого сэмплера, но он приурочен к 30 годам вышивки. Бордюрин это оказывается как вышивка. Здесь, наверное, 30 всяких элементов, если посчитать. Я не знаю, если посчитать, хотя откуда здесь этих 30? Ну, неважно. Разные узоры, разные элементы. Видите, вот они не повторяются, они не симметричны. Здесь такой, здесь такой. Все вот эти вот полосочки здесь так вот и проходят, здесь вот по-другому. Ну, в общем, все ажурное, все красивое, ничего не повторяется. И мне очень уже хочется увидеть вот этот центральный цветок, ну, в вазе. Ну, шикарно. Ну, обалдеть. Нравится мне очень этот сэмплер. Я вам, наверное, уже за целое видео уже 35 раз сказала слово «нравится». Очень нравится. Я не знаю, как заменить это слово другими словами. Ну вот. И то, что у меня получается, вот такая вот красота. И мы перейдем сейчас к другому процессу. И что у меня еще вышивалось? А вышивался у меня вот такой вот мой сюжет, который я уже давным-давно хочу увидеть в своих финишах. К этому сюжету, к этой работе в целом у меня такие двоякие впечатления. Как я уже рассказывала, что я его не могу закончить. Вроде бы и осталась там чайная ложка вышивать, но никак, ну никак. Я его вообще мечтала еще в итогах года уже показать. Но не случилось такого чуда.
я его постирала. Постирала, потому что я уже не видела, где у меня вышито, а где не вышито. Вот посмотрите издалека на весь этот процесс. Вы видите, вот точечно после стирки, хотя здесь я уже, поверьте, поработала 3 вечера точно ему посвятила, чтобы затушевать все вот эти вот точечки, все вот это все недошитое, ну как звездное небо. Я, конечно, когда после стирки посмотрела на эту работу, она как изрешеченная вся, очень много незашитых было пробелов, над которыми нужно еще работать и работать. Сейчас я беру схему, по этой схеме сверяюсь, нахожу. Ну, естественно, здесь много зашивки не будет, здесь максимум 3-5 крестиков. Все, переключаемся мы на другой цвет, закрепились, меняю ниточку, давай другой цвет искать. Ну, это, конечно, такая, я вам скажу, работа уже идет не в удовольствие. Я сижу, и мне кажется, я столько времени на нее трачу. Продвижений и результатов я никаких не вижу. Ну, насколько мне терпения хватает, я с ней, конечно, сижу, чтобы это все закончить. Но сколько еще я посвящу вечеров, неизвестно. Вот, допустим, беру вот этот вот участок, вот чтобы здесь закрыть все свои крестики. На схеме этот участок, девочки, вот он. И начинаю там вот значок, буковка М. Взяла этот цвет, 1, 2, 3, 4. 4 крестика сделала, поменялась. Потом беру значок, допустим, вот этот X. Тоже его здесь, ну, совсем не густо. Тут 1, 2, 3. Все, вышила, пошла дальше. Ну, елки-палки, я не знаю, вот это такие вот схемы называют прогоном. Напишите мне, пожалуйста, это прогон? Вот если я вот вышивала, все было у меня нормально, а вот финишировать не могу, потому что очень много одиночек. Вот таких вот непонятных мне. Вот насколько мне хватит терпения. Мне уже Мариночка, девчонка одна, писала, что я даю тебе волшебный пендель, чтобы ты закончила этот процесс. Благодарю тебя, Марина. Мне еще пару таких пенделей надо подкинуть, чтобы я уже с ним совсем закончила. Процесс мне нравится, конечно. Вот сколько я на него не жалуюсь, не возмущаюсь, я его от этого меньше любить не перестану. Нравится мне все очень. А с другой стороны, думаю, вот я как-то не выдержу, возьму один какой-то такой нейтральный цвет, затушую все эти крестики, одиночки, и все. И потом буду на него радоваться. Ну, конечно, безумно красивый этот сюжет. Я говорила, что это сюжет от Мирешка. Прошу прощения, это не Мирешка, это Белоснежка. Это сюжет от Белоснежки, тоже китайский производитель. Ну, сюжет мне очень нравится, итальянский дворик. Красивый. Ну, будем надеяться и верить, что в следующем видео о вышивальном своем дневнике, в вышивальном дневнике я покажу уже финиш. Ну, я так на это надеюсь. Ну, конечно, финише он у меня этого года будет, когда я уже с ним финиширую. Рано или поздно, но будет обязательно. Так, все, вот это вот процесс, по-моему, уже последний, который вышивался у меня именно в этом месяце. Вот все процессы, девчонки, которые я вышивала эти 2 недели января, первые 2 недели. Все показала вам, все рассказала. Я и далее так планирую каждые 2 недели выставлять свой отчет о проделанной работе. То есть по 2 рукодельных дневника в месяц, я думаю, я смогу выкладывать. И что я на завершение хотела у вас спросить. Скажите мне, пожалуйста, только честно, пожалуйста, напишите, кто со мной давно уже подписан на мой канал, и те, кто заходят в гости. Такой вот тут у меня вопрос. Я буквально недавно получила комментарий от одной девчонки, и она мне написала: ну что же вы так неграмотно говорите, что аж ушам больно. И я вот задумалась, неужели и правда я так говорю,
что невозможно меня слушать. Я, конечно, не хочу так, чтобы у моих зрителей от моего разговора болели уши. Вы, пожалуйста, напишите, что все ли у меня так, что действительно запущено и надо работать над собой. Я буду работать. Или же это просто какая-то девчонка прилетела, написала мне гадость и все. И больше она ко мне никогда не придет. Вот напишите, вот прошу вас, только честно. Я не обижусь, ни в коем случае не обижусь ни на кого. Мне просто очень-очень это важно. Потому что я знаю, вот есть такие и пишут плохие комменты. Или же все-таки стоит задуматься над этим вопросом и поработать над собой. Все, девчонки, все, выговорилась. Благодарю вас за просмотр. Пишите мне комментарии, пожалуйста. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь. И всего вам самого хорошего, вдохновения, побольше времени на наше любимое хобби. И всем пока-пока!